Здравствуйте, дорогие зрители и смотрители. Сегодня я решил сделать гайдик по фарму спотов. Я фармил все споты в своем шмоте, дабы посмотреть, сколько можно максимально вытаскивать с того или иного спота. Сверху слева вы будете видеть, сколько можно вытаскивать со спота. Также приблизительный гир. Если зритель-смотритель, ты хочешь, чтобы я замерил другие споты, внизу в комментариях напиши, какие именно. Ну что, давайте начнем смотреть. Спот для теста. Лес-поле или так называемые грибы. Стандартный баф. Обычный ужин-крон, эликсир зверя, экстракт лесного духа. Также свиток удачи 1. Инвентарь пустой, алхимический камень подрубаю. Опыт 3,768. Питомцы. Агрессивный режим. Погнали. Я гайд пишу, страйкер, отвали, блядь. Ну-ка не нападай на меня. Ух, лежи. Думай. Итак, что у нас получилось по итогу? 1500 мусора, 5 кафрасов упало. У меня был порошок духа в количестве 45 штук. Назовем это 10 кафрасами. Итого 15 кафрасов. Плюс 13 камней жизни. Ценой по 2,5 миллиона на данный момент. Опыт 3,823. По итогу могу сказать, то, что на грибах можно зарабатывать от 50 миллионов. По мне это очень мало, учитывая плотность народа, который находится на споте во время фарма. Итак, варагоны, которые находятся справа от Альтиновы. Из бафов буду использовать свиток удачи на 60 минут синий, шоколадка для получения знаний, обычный ужин крон, и вместо эликсира зверя буду использовать эликсир битвы, так как тут есть получение знаний. Опыт 63 левел 2,952. Двигаюсь плюс-минус в этот район, где расположено необходимое число элиток. Нахожусь на обычном канале, не на канале Арша. Вот он топовый круг. Оставил коня, вот она элитка, начинаю выфармливать. Посмотрим, что получится по результату. Ваша задача при фарме этого спота, самое главное, не убить центрального моба. С него ресаются другие мобы, и вы тем самым выфармливаете такие споты. Следующая элитка тронули, с него начинают появляться мобы. Как только все отрезались, сразу даете свой скилл. Опять новые отрезались, стали на землю, опять даете скилл, ждете. В данной локации мобы обладают тем, что они вас постоянно будут опрокидывать. И если вы будете готовы тут фармить, постарайтесь камнями инкрустации разогнать именно статы от опрокидывания. По итогу получилось 7500 мусора, 5 кусков дискотек, камни иона очень хорошо падают, плюс одно ожерелье сирапа упало, 12 шлемов рахава, камни инкрустации, всевозможное мясо и дополнительные предметы для усиления бижутерии Асулы, то есть это кольца и серьги. Плюс-минус за час фарма с этого спота можно вытаскивать 40 миллионов. По опыту 63 левел 2,995. Спот для фарма, который находится в пустыне, тюрьма Пила. И для комфортного фарма вы можете использовать пристанище Сверина, для того, чтобы ремонтировать свой шмот. Также вначале можно оставить верблюда, в котором можно складывать мусор, лут, дропанный с мобов. И двигаюсь в нужную локацию для фарма. Питомцы на агрессивный режим, обычный ужин крон, эликсир зверя, свиток удачи на 60 минут 1, экстракт лесного духа для восстановления МП, алхимический камень, и начинаю выфармливать данную локацию. Опыт 3,123. По итогу спилапа у меня получилось мусором 7539. Кусков дискотек получилось 21. Плюс на споте появляется Ару-Ару, с которого мне упал золотой рюкзак, камни 16 заточки, также мне дропнулось ожерелье Сичил и обломок когтя черного духа. Мусором получилось на 27 миллионов, дискотеками получилось на 50 миллионов. Со спота пилап можно вытаскивать от 60 до 150 миллионов. По опыту 3,164. Достойный внимания спот. Двигаемся дальше. Лавовые монстры сверху от Валенсии. Не особо популярный спот, но решил его все-таки протестировать. Обычный ужин крон, эликсир битвы для получения знаний с монстров, первый свиток удачи и также шоколадку для получения знаний плюс экстракт лесного духа. Опыт 3,164. Итак, по итогу что у нас получилось? 7 кусков дискотек, 6800 мусора, продал на 20 миллионов, 4 детали компаса, 2 грязных ожерелья Сичил, открываю сразу, пусто, плюс Ару-Ару ресался, с которого мы получили дополнительные награды. Плюс-минус с этого спота можно вытаскивать порядка 50 миллионов. По опыту 3,206. Мобы там жирные, внимания не стоит. Очередная попытка попасть в этот долбанный Анакреон. Ну что, поехали, посмотрим. Да, получилось, вот мы в Анакреоне. В локации Анакреона, так же как и в Гистрии, есть NPC, у которого можно отремонтироваться, ну и продать лишний мусор. Забав на спот. Обычный свиток удачи, алхимический камень, экстракт лесного духа, эликсир зверя и обычный ужин крон. Проценты 3,225. Таймер пошел. Несмотря на то, что у меня довольно-таки серьезно раскачан мод для этого спота, есть ограничения на дамаг по мобам, которые чувствуются в этой локации и в Гистрии.
быстрее. Грубо говоря, что 270 атаки, что 350 атаки, дамаг идет плюс-минус одинаковый. Но это очень грубо говоря. Да и вообще не люблю я разговаривать грубо. Мобы тут могут опрокидывать и станить. Итак, мусором у нас получилось 8450. 18 кусков дискотек и несколько раз попадался NPC Ару-Ару. Продав мусор, получил 73 миллиона. Опыт 3,287. Совокупно с этого спота можно получать от 100 миллионов за час. Шикарнейший спот с хорошим выхлопом. Однозначно рекомендую. Но опыт здесь идет очень плохо. Спот для фарма, утес Хас или Кратуки. Для прохода вовнутрь вам понадобится обломок когтя черного духа. Также на этом споте падает освобожденная плита утеса, и тогда вам уже не нужен будет коготь черного духа. Итак, проходка. Доходим до NPC, спускаемся немного вниз. Заходим в пещеру. Уперлись. Налево. Налево. Направо. Дальше по прямой сквозь холл. По прямой. По прямой. Поворачиваем направо. Вот она, эта дверь, для того, чтобы пройти. Нахожусь на первом канале во время осады, поэтому мобов нету. Запечатанная дверь, диалог, использовать плиту. В течение, если я не ошибаюсь, 3 минут, помимо вас могут зайти другие. То есть вы можете открыть этот портал. Подходим к дверям, подзываем коня. Можем оставить его тут. Я бы сказал, основным условием данного спота является наличие горничных для того, чтобы скидывать мусор в Альтинову. Или вместо горничных можно скидывать в коня. Второй момент — это палатка для того, чтобы ремонтировать свой шмот. NPC здесь никаких нету. Если разбирать данный спот по гиру, то можно сказать, что по силе этот спот равносилен чуть сильнее Анакреона, чуть слабее Гистрии. Между Анакреоном и Гистрией. В любом случае здесь без палатки делать нечего. Поэтому забафую на себя силу рыцаря. Начинаю забаф. Алхимический камень, обычный ужин крон, эликсир зверя, экстракт лесного духа. Мобы пробиваются легко, но в тот же момент мобы по вам наносят невероятный дамаг. Гир плюс-минус 320 защиты, 280 атаки. Также съедая свиток удачи первый. Опыт 3,415. Также на этом споте можно достать Элькар, который только что мне дропнулся. Этот Элькар можно соединить с гранатом 3 меткость, ярость леса и тем самым получить кристалл Элькара, который стоит... Короче, он дорого стоит. Ламп покажу. Который стоит 307 миллионов. По итогу в Кратуке что у нас получилось? 5000 мусора ценой 8000, 14 дискотек и 1 Элькар. Продаем мусор на 40 миллионов. Плюс дискотеками плюс-минус на 20 миллионов вышло. Итого 60 миллионов гарантированно вы можете получать с этого спота. Но повторюсь, там вы можете получить Элькара, серьгу Тундры и ожерелье Рейны. На этом споте редко когда кто-то фармит. И сколько раз я был на канале Арша, люди почему-то там более любезные. Интересуется, занят, свободен спот. По опыту получилось 3,501. Спот Легион Шульц, который находится выше Альтинова. Стандартный забав. Обычный ужин крон, свиток удачи первый и эликсир зверя. Опыт 3,319. Что получилось по итогу за час фарма? 11 тысяч мусора, пояс и ожерелка шульцев, 13 кусков дискотек, 11 кафрасов, очень много грунила, также заточенные. Опыт 3,415. 55 миллионов мусором. Я думаю, шульцев от 100 до 150 миллионов можно вытаскивать за час фарма. Мобов много, конкуренции тоже много. Самый главный минус шульцев — проблема с весом. Много шмота падает, который либо удалять, либо ездить в город и пытаться продать их через аукцион. К слову, один заточенный грунил на 13, который выпал, стоит 18 миллионов. Начиная замеры по такому замечательному споту, как лес Маншару, который находится в Камасильве. Остается час бафа пристанища, я думаю, ничего страшного. Обычный ужин крон, свиток удачи на час, эликсир гиганта и экстракт лесного духа. Опыт 3,501. Если кто-то приходит, начинает вам мешать, продолжайте делать свой же круг, потому что только вы знаете, в каком порядке ресуются мобы. И если даже у вас уведут несколько париков мобов, повторюсь, только вы знаете, как ресуются мобы. Мусором вышло на 37 миллионов, плюс-минус 20 кафрасов, ярость леса, который стоит на данный момент 23 миллиона, и куски дискотек Кукла Вуду. Они дешевые, но все-таки их покупают. Либо можете их собирать и самостоятельно фармить. С них очень хорошо идут камни на оружие и камни на броню. На Маншару можно получить от 90 до 160 миллионов. 90 миллионов плюс-минус будет гарантировано. Но там нужен хороший гир. Опыт 3,558. Все.
Вход в Анакреон или в Гистрию выглядит следующим образом. Вот такой вот телепорт, вы в него заходите, только без коня. Сейчас посмотрим, куда мы попадем. Руины Гистрии, как можно увидеть, справа сверху. Обычный ужин Крон, свиток удачи на 60 минут, эликсир битвы, Агрис отключен, канал Арша отключен. Опыт 63 левел 3.010. Итак, по итогу, что у нас получилось? Опыт 3,122. Кусков дискотек получилось 19, плюс 3 камня Кафраса и плюс упала сережка Тундры. Мусором получилось 3,860. И это практически 60 миллионов. Не считая сережки, если не считать черный осколок, то с данного спота вытаскивается 80-100 миллионов. И напоследок хотел бы сказать спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну что, с вами был Доктор Доза. Увидимся в гайдах и на стримах. Всем пока!